Мама Ирина закрывает ноутбук, отошла от рабочего дня и с облегчением выдыхает. На календаре вырисовывается важная дата, обведенная красным кружочком. Ровно 6 месяцев с тех пор, как ее дочь Саша сделала свои первые шаги в новой школе. Вспомнив, как трудно им было адаптироваться в начале, когда Саша плакала из-за незнания, как находить себе друзей, Ирина понимает, что пора сделать дочери сюрприз. Обычно она задерживается на работе до позднего вечера, но сегодня настоящая исключительная возможность. Когда Ирина выходит из офиса, коллеги, видя ее приподнятое настроение, улыбаются и подмигивают. «Опять ради дочки!» Она смеется в ответ, зная, что это действительно так. «Конечно, хочу устроить ей маленький праздник». На улице идет легкий весенний дождик, капли стучат по асфальту, а воздух наполняется свежестью и ароматом распускающихся цветов. Это время года всегда заставляло Иру чувствовать себя более вдохновленной. По пути домой она решает заскочить в любимую Сашину кондитерскую, где готовят самые вкусные десерты в округе. Ирина выбирает шоколадное мороженое, которое Саша обожает больше всего. Именно их сладкие, ароматные порции всегда поднимали ей настроение. Пока она стоит в очереди, взгляд ее останавливается на заколках. Одна из них, идеально выполненная в форме бабочки, словно манит ее. Это точно то, о чем Саша когда-то мечтала. Вдохновленная этими мыслями, она решает сделать 2 подарка и с улыбкой отправляется дальше. Когда Ирина садится в машину и начинает ехать домой, в голове проносится множество мыслей. Как удивится Саша, когда увидит сюрприз. Как радостно она побежит навстречу. Может, они устроят небольшой вечер с фильмом и пиццей, как в старые добрые времена. На душе становится тепло от этих причин, и Ирина понимает, как давно им не хватало простых, но ценных моментов вместе, общения по душам. Она мечтает о том, как будет сворачивать пледы на диване и как они обе будут смеяться над смешными сценками из любимых фильмов. Подъезжая к дому, она включает дворник, чтобы рассеять капли дождя на стекле, и выключает двигатель. С сердцем, полным ожидания, Ирина хватает пакет с мороженым и медленно идет к двери, стараясь не шуметь. Она ощущает, как время вытягивается, как будто каждый шаг замедляется в предвкушении. Вставляя ключ в замок, она вдруг понимает, что волнуется как никогда. Приоткрывая дверь, она осторожно втирается в темноту прихожей. Однако в момент ее охватывает странное чувство. В доме слишком тихо. Не звучит музыка, телевизор не работает, хотя обычно Саша всегда включает что-то на фоне, даже когда делает уроки. Ирина ставит пакет с мороженым на тумбу в коридоре, снимает пальто и внимательно прислушивается. Сверху, с 2-го этажа, доносятся приглушенные звуки, шорохи, легкие шаги и чуть различимые голоса. Она медленно поднимается по лестнице, ступенька за ступенькой, прижимая в руках маленькую коробочку с подарком. Каждый шаг вызывает все больше вопросов. Что такое? Почему так тихо? Что там происходит? Когда она подходит к двери дочери, она замечает еще одну странность. Дверь слегка приоткрыта. Обычно Саша всегда закрывает ее, особенно когда занята чем-то важным. Познавательный инстинкт подталкивает Ирину заглянуть в щель дверей. Она это делает и видит. На полу разбросаны пледы, коробки с печеньем и водой из магазина. Похоже, в комнате кто-то есть, и это явно не одна Саша. Ее сердце начинает биться быстрее, в голове роятся тысячи мыслей. Что происходит? Саша кого-то пригласила? Почему она никого не предупредила? Ирина прижимает руку к груди,
делает глубокий вдох и решает войти, чтобы разобраться. Она приоткрывает дверь и входит в комнату. И вот вместо веселья, которое она ожидала увидеть, перед ней открывается совершенно другая картина. На полу среди мягких подушек и расстеленных одеял сидит Саша. Рядом с ней трое незнакомых детей. Они выглядят испуганными и усталыми, одеты в рваную одежду, с потускневшими глазами, будто давно не ели нормально. Саша шепчет что-то младшему мальчику, аккуратно укрывая его пледом, и в этот момент Ирина чувствует, как ее сердце сжимается. На столе стоят пластиковые бутылки с водой и простые бутерброды, которые она явно сделала сама. Вокруг разбросаны коробки с одеждой, пачки печенья и аптечка. Ирина замерла, ошеломленная. В ее голове только один вопрос: что же происходит? Саша замечает маму и, побледнев, резко встает. «Мама, пожалуйста, не ругайся!» Торопливо начинает она, запинаясь. «Это мои друзья, им некуда идти. Я хотела им помочь». Глазами, полными тревоги, Ирина переводит взгляд с дочери на детей. Они сжимаются, ожидая наказания или окрика, словно дикие животные, обреченные на изгнание. В комнате стоит такая тяжелая тишина, что ком подступает к горлу, и невозможно изобразить те чувства, что теперь изливаются на плечи Ирины. Она ожидала застать дочку за шалостями, а увидела нечто гораздо более важное — проявление доброты, зрелости и сострадания. Это было не просто проявлением детской наивности, а чем-то глубже. Собравшись с мыслями, Ирина медленно подходит к Саше, не зная, как отреагировать на эту неожиданную и трогательную сцену. Подарок из ее рук выпадает на пол, и он мгновенно теряет всякое значение. В глазах Ирины уже выделяются слезы. Она опускается на колени рядом с дочерью и крепко обнимает ее, не говоря ни слова. Саша сначала замирает от неожиданности, но потом, не выдержав, тоже зарывается лицом в мамино плечо. Глубокие всхлипы вырываются из ее груди, когда она понимает, что мама наконец поняла. «Я не могла их оставить. Они прятались в школьном дворе, и никто не хотел им помочь», — шепчет она сквозь слезы. Ее голос дрожит от волнения. Ирина гладит ее по волосам, чувствуя, как сжимается сердце от гордости и боли одновременно. Эти дети потерянные, никому не нужные, но для ее дочери они стали друзьями и семьей. Ирина поднимает взгляд на детей, а они все еще смотрят на нее, словно на приговор. Вместо того, чтобы осуждать, она протягивает руку и нежно и уверенно произносит: «Вы дома, вам больше нечего бояться». На глазах детей начинают выступать слезы облегчения и радости. В тот вечер Ирина звонит в социальную службу и благотворительные организации, чтобы найти детям временное жилье и необходимую помощь. Она с Сашей проводит детей до машины социальных работников, крепко обнимая каждого, осознавая, что только благодаря проявленной доброте можно изменить чью-то судьбу. А позже, за чашкой горячего какао на кухне, Ирина смотрит на свою дочь с любовью и восхищением. «Ты выросла сильной и доброй, Саша. Я горжусь тобой больше, чем могу выразить словами. И если ты захочешь, мы всегда найдем способ помогать тем, кто в этом нуждается». С тех пор их дом действительно изменился. Он стал не только уютным, но и открытым для тех, кто искал тепло, понимание и веру в добро. Вместе они начали участвовать в волонтерских проектах, организовывали сборы пожертвований и помогали тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Саша, наученная этим событием, поняла, что доброта и сострадание — это самые сильные качества, которые могут изменить жизнь не только других, но и свою собственную. Ирина с гордостью смотрела на дочь, зная, что именно так и формируются настоящие герои, через маленькие, но значимые поступки. Эти моменты помогли им обоим понять, что они не просто мама и дочь, а команда, готовая изменить мир вокруг себя. Каждый день, возвращаясь домой, они неизменно задавались вопросом: что мы можем сделать сегодня, чтобы помочь другим? Таким образом, их жизнь вновь наполнилась смыслом, направленными усилиями и силой дружбы. Как, казалось бы, у них не было ни капли сомнений, что они могут сделать этот мир хоть чуть-чуть лучше.